Всем привет! Вот уже несколько месяцев, как я живу в Токио, и тут на канале вместе с вами активно изучаю город. И в этом выпуске мы посмотрим на Токио с высоты обзорной площадки небоскреба моря, погуляем по красивейшим паркам и, наконец, увидим кварталы района Фукагава эпохи Эдо. Обзорная площадка на небоскребе Мори Тауэр, с которой мы начинаем, находится в райончике Роппонги, одном из самых престижных районов Токио. Он находится в центре, в Мидтауне, и притягивает как туристов, так и обеспеченных местных жителей. Красивая. В Токио, кстати, начинается предвыборная гонка за место губернатора города, и теперь везде можно увидеть вот такие стенды, куда кандидаты вклеивают фотографии в окошко со своим номером. Поскольку я фанат японских парков, то, конечно, по пути мы зашли в местный парк Хинокича парк, небольшой, достаточно многолюдный, но очень аккуратный. Совсем рядом с этим парком находится вот такая церковь, обвитая плющом. Я не нашла информации о ней, поэтому думаю, что она закрыта. Центральные улицы, по которым мы держим путь дальше, далеко не такие тихие. Тут кипит жизнь. Мы поднимаемся в сам комплекс Роппонги Хиллз. Это комплекс зданий, куда в том числе входит торговый центр, музей и башня моря с обзорной площадкой. Ну и вот такой арт-объект в виде паука. Ну и более привычные красивые виды начинаются тоже прямо здесь. Перед нами Токийская телебашня, один из самых популярных символов города. Само пространство внутри, как по мне, выглядит немного странно из-за разных материалов и угловатых форм. Но мы с вами пришли не за этим, а намного выше, на обзорную площадку. Не пугаемся, мы пошли пешком только до касс этажом выше. Красивая. Сюда можно попасть без предварительного бронирования, но билет на сайте стоит дешевле – 2000 йен. 200? Нам пришлось раскошелиться чуть больше – 2200 йен за человека. Лифт наверх оказался по скорости больше похож на ракету, только посмотрите на быстроту смены этажей. О боже мой, мое правое ухо немножко недовольно происходящим. Конничева, arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Мы с вами находимся на 52 этаже, в самом центре Токио, и можем насладиться невероятными видами на весь город, который раскинулся до самого горизонта, куда ни посмотри. Будучи на Земле, очень сложно оценить масштабы Токио, но вот с высоты его размер впечатляет меня каждый раз. Что с самолета при посадке, что сейчас с высоты этой площадки. Огромный мегаполис с миллионами жителей, их историй и судеб. Ну а мы решили перенести свои судьбы все-таки поближе к Земле, хотя, думаю, здесь можно было бы посмотреть красивый закат.
На выходе, как и в любой туристической точке, поджидает сувенирный магазин. Здесь он немного странный, с металлическими фигурками и очень дорогой. Мы, видимо, просто не ценители такого. Прошлись по очередному парку, совсем маленькому, но с прудом. Не заценили статую на входе. Умиротворенные и под впечатлением мы прощаемся с обзорной площадкой и районом Ропpongi. Район Фукагава находится чуть дальше от центра, в 40 минутах езды на метро от Ропpongi, то есть является другой частью города. В квартал эпохи Эдо мы пойдем смотреть в музей, но первым делом, конечно, парк, вернее, сад Киясуми. Киясуми – это классический японский сад, созданный в конце 19 века, с чайным домиком и прудом с каменными ступеньками. Вход сюда платный – 150 йен, но поверьте, оно того стоит многократно. Это обитель спокойствия и порядка. Кажется, что когда вы попадаете сюда, вся жизнь с ее проблемами встает на паузу, а вы остаетесь наедине с собой и гладью пруда. Теперь двигаемся в сторону музея по улицам, где очень много буддийских храмов. Несмотря на то, что в Японии основная религия – это синтоизм, буддистов, причем из самых разных течений, тоже в избытке. Ведь мало того, что синтоизм – это политеистическая религия, то есть со множеством божеств, синтоисты также могут одновременно исповедовать и другие религии, в том числе буддизм. Вернемся к храмам. Они тут разные. Очень разные. Мы на входе в музей. Это карта местности, сверху Sky 3. На самом деле на карте указано больше мест эпохи Эдо. Вы спросите, а почему вместо музея не прогуляться по историческим местам в городе? Ответ прост и очень грустен. Это великое землетрясение Канто 1 сентября 1923 года, последствия которого усугубились сильными пожарами. После него и тех пожаров были практически полностью уничтожены Токио, Йокогама и еще несколько менее крупных городов. Суммарно было разрушено более 570 тысяч домов. Для сравнения, в Токио тогда всего было около 1 миллиона зданий. Официальное число погибших – более 142 тысяч, и свыше 2 миллионов людей остались без крова. Поэтому наш единственный вариант познакомиться с историей – это музей. При помощи милой сотрудницы музея покупаем билеты за 400 йен за вход каждого взрослого и идем погружаться в эпоху Эдо. Эпоха Эдо считается период с 1603 года по 1868 год. Нас встречает зал с гравюрами и общей информацией, но основная часть экспозиции, если ее можно так назвать, будет дальше. И это полномасштабный макет одного из кварталов Токио 1840-х годов. Они даже кошечку посадили.
Он хвостиком еще виляет. В музее бережно восстановили и овощную лавку, и дома рыбаков, и палатки с едой. В каждый дом можно зайти. Более того, мастера-реставраторы вручную старили древесину и предметы быта, чтобы это все выглядело максимально реалистичным. А еще обратите внимание, сейчас как будто ночь с темным небом и звоном цикад. Но стоит погулять еще немного, и ночь сменяется рассветом. А затем и днем, для имитации которого на крыше музея есть специальная система из окон. В общем, сделано тут все с огромной любовью и уважением. Есть отдельные залы с информацией по каждому строению и даже несколько фильмов про создание этого музея. Мы их пропустим, но я это к тому, что тут заботится о каждой детали. А мы тем временем пошли гулять уже по современным кварталам Токио. Сейчас стало солнечно, и Котаку, это административный район, где мы находимся, выглядит по-особенному уютно. Я очень люблю такие места, тихие, малоэтажные, с аккуратными цветами на улицах и спокойным движением. И вроде бы все дома серенькие, и излишеств нет, а все равно какая-то очень уютная атмосфера. Ну и заканчиваем мы этот выпуск в кафе Spoon. Если честно, 90% местных кафешек мне кажутся очень стильными, и это не стало исключением. Что у нас есть? Салат с авокадо с креветками, французский луковый суп, кофеек. Конечно, платы у них своеобразные, но выглядит все очень классно. Основное блюдо меню это карри, и карри можно выбрать ложку, вот у нас такая лопата. Еда нам тут тоже понравилась. Я надеюсь, вам было интересно узнать этот многоликий Токио сегодня с очередной новой стороны. Ну а я прощаюсь с вами до следующего ролика. Спасибо, что были со мной. Как обычно, буду рада вашим лайкам и подпискам, если вам понравилось. До встречи!